16 ноября Россия прекратила транзитные поставки газа в Австрию. Насколько я понимаю, это как раз-таки украинский транзит. Получала Словакия, Венгрия и Австрия этот газ. Да? Я так понимаю, Австрия сейчас осталась без российского газа. С чем это связано и какие могут быть последствия? Ой, давай уйдем от разговоров Австрия и Россия, компания ОМВ и «Газпром». И сразу начинаем вспоминать, что к чему. Компания ОМВ в связи с прекращением поставок по Северным потокам оказалась действительно в затруднительном положении. Напомню, что ОМВ была акционером первого Северного потока. Она инвестировала деньги в строительство второго Северного потока. И всю эту красоту благополучно взорвали пьяные украинские аквалангисты. Так сейчас выглядит официальная версия. Они там случайно проплывали, нырнули, у них там с собой взрывчатка была. Бывает такой набор случайностей, очень достоверная такая. Разумеется, МФА как-то вот без денег немножечко осталось. Досадно. Тем более, что у них доли были и в наземном продолжении первого Северного потока. И вот это все исчезло. Финансовые вопросы можно решать по-разному. Были претензии высказаны. Вот как ведет себя любая компания, когда она попадает в затруднительное положение. Она тщательно просматривает, с кого можно денег как-то получить, там, под каким-нибудь соусом. Может быть, через суды умудриться уговорить, что мы вам переплатили, давайте вы нам вернете. Какие-то варианты ищутся. Понимая вот эту ситуацию, «Газпром» общался, разумеется, с нашими властями, и наш суд просто компанию МФАУ запретил подавать иски в адрес «Газпрома» в Европе. МФАУ, подумаешь, в России что-то решили. Был выигран один из судов. Суд сообщил радостной компании МФАУ, что Россия с учетом, «Газпром» с учетом судебных издержек и прочего, за то, что он не допоставил газ по Северному потоку, неважно, что его взорвали, не допоставил. Это не транзитные услуги. ОМФАУ добывала газ у нас на южно-русском месторождении, прокачивала его через Северный поток, где она была акционером, и благополучно продавала в Германию. Абсолютно нормальный бизнес, ничего выдающегося. Но раз этот газ не пришел, вот иск. Вы не поставили газ. «Газпром» с некоторым удивлением, знаете, ОМФАУ, по взорванным трубопроводам очень тяжело. Неважно, у нас есть победная реляция. И дальше последовало заявление руководителя компании ОМФАУ, никаких проблем, 230 миллионов, если не брать судебных издержек и пени, мы заберем газом. Россия будет поставлять, а мы их денег не заплатим. Громко, звонко. А что, собственно говоря, «Газпром» и сообщил. Нет денег, нет газа. Без всяких демаршей, политических заявлений. «Газпром» – компания, зарегистрированная в России. Российская компания должна действовать по российским законам. Указ Владимира Владимировича Путина 31 марта 2022 года. Трубопроводный газ за рубли. Если кто-то забыл, напомню, как выглядит схема. Договорились об очередной партии газа. Деньги в евро поступили на счет в «Газпромбанке», конвертированы. В рублях легли на счет «Газпромбанка», пошел газ. «Газпром» действовал совершенно линейно. Денег не вижу. Действую по закону, нет газа. Все свободны. Вот. Не нарушая ни буквы закона, ничего, не споря, там, не хотите платить, не платите. Какие проблемы-то? Последовало, опять же, политическое заявление канцлера. Он сообщил, что газа у нас в подземных хранилищах вообще на 2 зимы хватит, ни о чем не волнуйтесь, газ будет. Правда, в этом достаточно лаконичном заявлении ничего не было сказано о том, сколько этот газ будет стоить. Неважно. Зачем австрийских налогоплательщиков беспокоить такими... Главное, что газ будет. Уже пошли комментарии, что объем поставок через газотранспортную систему Украины не изменился.
как поставлялось порядка 41 миллиона газа в сутки, так, собственно говоря, там, ну, плюс-минус. Из них 17 миллионов в обычных случаях шло в Австрию. Больше того, они и продолжают идти в Австрию. Вот что вызывает, значит, самое большое недоразумение. Ну, поставки в Словакию, в Венгрию, в Австрию шли по долгосрочным контрактам, традиционным совершенно. Разве что не с привязкой к нефтяной корзине, а вот к ценам в данном случае не TTF, потому что конечная точка этого маршрута газовый хаб Baumgarten. Он же Central European Gas Hub, то есть торги шли там. Это такой достаточно мощный узел, куда приходит множество газовых труб, откуда уходит множество газовых труб. В числе прочего, через Baumgarten обеспечивалась газом Италия, Греция. То есть приходили магистрали из Германии. Ну, то есть такой торговый пункт. В том числе конечный пункт, где происходит передача прав собственности, то есть вот до газового хаба Baumgarten, это российский газ, доставили, здесь право собственности переходит непосредственно покупателю. Точно так же, как конечная точка, газовый хаб Baumgarten фигурирует в договоре со Словакией, в договоре с Венгрией. Что видят Словакия и Венгрия? Можно купить газ, раз Австрия его не покупает. Значит, у нас есть возможность. Что же ей не воспользоваться? Тем более, что мы подозреваем, кто будет покупателем. И почему бы, собственно говоря, раз в Австрии трудятся настолько умные люди, почему бы не заработать денег, не вставая с места? «Газпром». Мы увеличиваем объем заказов. Вот рубли. «Газпром». Вот рубли. Куда поставлять? Baumgarten. Пожалуйста. Все. Заявка господина Нехаммера о том, что подземные хранилища полны, вполне могут соответствовать действительности. Если верить отчетности НСГ, Ассоциация компаний операторов газотранспортных систем, подземные хранилища газа на территории Австрии заполнены на 93%, но нет статистики о том, чей это газ. С учетом того, как выглядит торговля в этих подземных хранилищах, газ может быть итальянским, греческим, словацким, венгерским, но подземные хранилища полны. Но не австрийским газом. А может быть австрийским. Вот этой статистики у нас нет. Что собирается делать Австрия дальше? Ну, сейчас можно только гадать, наверное, какие-то комментарии будут. Через газотранспортную систему Украины в Австрию приходило порядка 6 миллиардов кубометров в год. Это что-то около 80% того, что этой стране необходимо. В случае нормальных климатических условий, не аномальной жары, не аномальных холодов, ну, такая средняя 6 миллиардов. Если они не приходят из России, значит, их где-то надо найти альтернативных поставщиков. Можно попробовать договориться с Венгрией, у которой, как известно, есть контракт, который позволяет весь необходимый объем получать по турецкому потоку. Будет излишки у Венгрии? Хорошо. Если нет, на всякий случай напоминаю, что у Австрии морского побережья нет. Значит, с кем-то нужно договариваться, вероятнее всего, о поставках СПГ, регазифицированного и прокачиваемого. Потому что если с 1 января физически прекратится транзит через газотранспортную систему Украины, отбрасываем там прочие возможности, о них тоже можно, конечно, поговорить, но вот мы сейчас про Австрию. Нет газа. Может ли увеличить поставки трубопроводная Норвегия? Нет, не может, потому что у нее ситуация достаточно стабильная. Крупные месторождения постепенно вырабатываются, вновь разрабатываемые месторождения не настолько крупные, чтобы нарастить объем. То есть он более-менее постоянен, от 110 миллиардов кубометров до 115, крупнейший поставщик в Европу. Можно ли увеличить поставки газа за счет Алжира? Нет, Алжир не намерен увеличивать трубопроводные поставки, у него имеется собственный СПГ-завод, кстати, первый в истории газовой отрасли, вот там начиналась СПГ-индустрия. И в Алжире прекрасно понимают, что в сложившейся ситуации значительно удобнее работать с СПГ. Потому что если цены выше в Азию, уходим в Азию, если цены выше в Европе, приходим
на биржу, на какой-нибудь из газовых хабов в Европе и торгуем. Нам так удобно. Значит, что? Австрии нужно где-то на рынке найти, во-первых, необходимый объем газа, во-вторых, договориться с кем-то, кто будет регазифицировать и прокачивать. Либо Германия, либо Франция. Либо, если с юга есть свободные регистрационные мощности у Греции. Будет это дешевле и дороже? Дешевле не будет. Потому что возникает транзитная страна, возникают дополнительные услуги, что если, грубо говорить, грубо оценивать, во что обходится регазификация, то есть привезли жидкость при температуре минус 162, нужно получить газ в обычном состоянии. Его надо греть, для того, чтобы греть, используем газ. Ну, вот, не будем там в деньгах оценивать, но 5% ты здесь потеряешь, просто потому что ты занимаешься регазификацией. Плюс транзитные услуги. Ну, так что пожелаем, во-первых, поздравим компанию ОМФАО с блистательной юридической победой. Сумели победить «Газпром». Счастье настало. Я думаю, что на самом деле в суды австрийская компания ОМФАО пошла от отчаяния, потому что, разумеется, было желание что-нибудь украсть. «Газпромовская» на территории Европы. Но первая успела украсть Германия. То есть она все украла. То есть холдинг «Газпром» Германия украден полностью в одни ворота. Ничего не досталось. Украсть ничего нельзя. Денег хочется. Ну, попробовали так. Успех им сопутствовал. Теперь они могут гордиться тем, что у них есть на руках решение суда о том, что «Газпром» им должен денег. Вот. Ну, и, я думаю, что если... и полное хранилище газа. Да, и полное хранилище непонятно чьим газом. Я думаю, что если вердикт суда в красивую рамку в кабинете, очень красиво. Очень красиво. Это будет греть душу. И в качестве открытки каждому австрийцу. Да. Ну, будет ли это греть австрийцев? Я так понимаю, что хронологически совпало сообщение о том, что с 1 января в Австрии увеличиваются тарифы за передачу, за доставку газа до конечных потребителей. Конечные потребители будут немножко больше денег платить. И за транспортировку электроэнергии. Ну, как тут все совпало, но, опять же, к католическому Рождеству в Австрии могут прийти в радостном настроении. Есть возможность вот, немножко больше денег дать родным компаниям. Так что как-то так. С победой. С победой. Повезло. Будем наблюдать. Посмотрим, что будет со стоимостью. Понятно, что ценообразование за счет биржевых торгов это всегда нервно немножко выглядит. Напомню, что на прошлой неделе торги закончились на уровне $508 за 1000 кубометров. Если вспоминать старые ужасные времена, когда вся Европа зависела от тоталитарного российского газа, тогда цена была в районе 200. Ну, за независимость, за возможность в 125-й раз порвать экономику России в клочья, с такое удовольствие, конечно, надо платить. Ну, раза в 2 хотя бы. Да. Мы же помним замечательные цены и в 3000 евро. Так что нету пределов. Нет пределов совершенства. Да. ОМФАО еще раз с победой. Вы молодцы. Ты уже упоминал транзит газа через Украину, но чуть к другой тематике. В выходные Россия нанесла, по словам тех же самых украинцев, наверное, один из самых мощных ударов по инфраструктуре, критической инфраструктуре этой страны, включая энергетическую структуру. Скажи, каковы последствия и каковы результаты, и что можем ждать дальше? Ну, последствия никто не скажет, потому что есть такая замечательная идиома «туман войны». Разумеется, киевское руководство сейчас будет говорить о том, что у нас разбомбили вообще все. Дайте денег. Мы отремонтируем. Побольше денег дайте, мы побыстрее отремонтируем. Что объективно, что не объективно, график временных отключений введен. Укрэнерго сообщила, на какой срок, но, по крайней мере, сегодня точно. Теперь немножко, не желаю никому зла, вот в режиме справочника. Что требуется для того, чтобы вывести энергосистему Украины из строя? Пункт первый. Ее создавали в тяжелое советское время, готовясь в режиме холодной войны к большим событиям с блоком НАТО. Поэтому надежность у энергосистемы, мягко будет сказано, повышена. Это наши передовые рубежи были в свое время.
Первый момент. Второй момент. После всего, что происходило в современной Украине, выяснилось, что избыток генерации электрической энергии 100%. То есть от того, что требовалось Украинской Советской Социалистической Республике в 1990 году, еще до всех событий 1922 года, реально хватало 50%. Это даже без учета территориальных изменений. Соответственно, когда мы говорим о том, что разбомбили, все сломалось, у них есть возможность просто взять там, где не надо было, и переставить. Следующий момент. В отличие от киевского режима, мы никаких действий в отношении атомных электростанций не предпринимаем. Почувствуйте разницу, причину, надеюсь, объяснять не надо. То есть те 9 атомных энергоблоков, которые сейчас есть на территории, контролируемой Киевом, 4 блока на Ровенской атомной электростанции, 3 на Южноукраинской, 2 на Хмельницком, или наоборот, не помню, неважно. Вот это мы не трогаем. Туда мы ни в коем случае никаких... В общем, не будем мы это трогать, потому что мы понимаем, что такое Чернобыль, мы помним, что такое Фукусима, насколько это дорого может обойтись, какое количество людей это может затронуть. Остановить атомную электростанцию можно за счет ликвидации подстанций, которые принимают от нее электроэнергию. Становой хребет Объединенной энергосистемы Украины – это линии 750 киловольт, именно они расходятся от всех атомных энергоблоков. Они приходят на подстанцию, которая должна понизить напряжение. 750 киловольт – это поставка на расстояние до 2000 километров практически при минимальных потерях. Соответственно, если тебе нужно распределять внутри Украины, тебе 750 уже не надо. Для того, чтобы преобразовать 750 киловольт в следующий класс напряжения 330 киловольт, ставят подстанцию. Работают там так называемые автотрансформаторы. Ток 330 приходит на следующую подстанцию класса 330, 110, еще ниже становится. Если мы убираем подстанционный пункт управления, то нет мозгов. Ручки-ножки остаются, мозгов нет. Мозги – это автотрансформаторы. Автотрансформатор – это то, что преобразует электроэнергию 750 киловольт 310. Большая, могучая железная штука, весит обычно где-то 250 тонн. Соответственно, укрыта она достаточно тщательно еще с тех незапамятных времен, когда мы ожидали в том числе и атомные бомбардировки нашей территории. Уже понятно, значит, сколько их на таких подстанциях. Такие трансформаторы однофазные, соответственно, что у нас получается? У нас 3 трансформатора должны принять 750, 3 выдать 310. Уже 6 и 1 резервный 7 штук. То есть для того, чтобы вывести такую подстанцию из строя полностью, 5 автотрансформаторов должны перестать работать. Это сложно. Это сложно, потому что они хорошо укрыты и так далее. Нужно достаточно точно попасть. Что касается подстанции 330-110, здесь двухфазный ток. Соответственно, один трансформатор на 330, второй на 110, один в резерве. 3. Там 7, здесь 3. Почувствуйте разницу. По состоянию на 1 января 2022 года на территории ныне подконтрольной... Нет, на тот момент какая территория была, такая была. Было 400 порядка 400 автотрансформаторов. Сколько из них в ходу, сколько из них теперь стали резервными, сказать сложно. Было 10 подстанций класса 750-330, осталось 6. Остальные автотрансформаторы, действуя по лозунгу «Чемодан, вокзал, Россия», правда, без чемодана, просто вокзал, Россия, все. Осталось 6 штук. Из них наиболее важная это Киевская, куда приходит электроэнергия, что у них там на самом севере, Ровенская электростанция, и обеспечивает столицу и окрестности. Что касается Южноукраинской и Хмельницкой, их мощности, если мы говорим о территории Украины, приходят на подстанцию Винницкую, и дальше уже
330 киловольт разбегается в сторону восточных регионов и центральных. Нет Житомирской подстанции, центр и восток остаются без электроэнергии. То есть мы сразу получаем две энергосистемы Украины. На Востоке действительно проблем в энергосистеме более чем достаточно, потому что все, что касается повреждений тепловых электростанций, гидроэлектростанций, это центр и восток. Вот теперь пришли на Запад. В 2022 году объединенная энергосистема Украины была синхронизирована с центральноевропейской, то есть со всеми теми странами, с которыми Украина граничит на Западе. Линии электропередач между ними строились еще в советские времена для того, чтобы обеспечить работу объединенной энергосистемы мира. Город Мукачево. Маленький, крошечный, красивый город. Но если мы смотрим на Закарпатскую область, то мы видим, что она граничит с Румынией, Венгрией, Словакией, еще с Молдавией, помимо всего прочего. На самом севере еще кусочек Польши. Понятно, что центральная подстанция находится именно здесь. Как бы очевидно, минимальное расстояние. Мукачевская подстанция, так называется. Оттуда уходят 3 линии в Венгрию. Наибольший объем перетоков именно с Венгерской Народной Республикой в свое время был организован. Раньше уходило 2 линии в Румынию, одну догадались разобрать. Зачем, не знаю, не мой вопрос. И 1 в Словакию. То есть ровно одной подстанции хватает для того, чтобы возникло много проблем. Что мы, собственно говоря, судя по всему, и наблюдали, потому что блокаут в Одессе напоминает вот о том, что одна из линий электропередач, которая шла в сторону Молдавии и Румынии, это такой, на самом деле, Бермудский треугольник практически. Есть линии электропередач, которые уходят с Украины в Румынию напрямую, есть линии электропередач, которые уходят в Румынию через Молдавию. И вот в этом треугольнике, кто кому что поставлял, разобраться достаточно сложно. Есть еще западноукраинская подстанция. Оттуда линия 750 киловольт уходит в Венгрию. Вот если мы хотим узнать какие-то новости, я советую следить за тем, что сообщает наше Министерство обороны по поводу Винницкой области, Закарпатской области и Ровенской. Вот треугольнички, которые говорят о том, что у нас происходит с передачей электроэнергии. Что касается самих электростанций, в августе случились истории, допустим, на Буштрынской теплоэлектростанции. Если посмотреть на те данные, которые публикует НСОЭ, Ассоциация компаний операторов энергетических сетей, электрических сетей, она полностью восстановлена. Оттуда поставки уходят в Польшу в полном порядке, в полном объеме. То есть, собственно говоря, 2 месяцев хватило на то, чтобы восстановить. Потому что электростанция – это не один блок, это не одно помещение, где все находится. Один раз попал, и все поломалось. Нет, это отдельные блоки, и они тоже достаточно хорошо защищены по вышеописанным причинам. Отслеживать, что и как происходит, сложно. Ни одна из сторон не заинтересована в публикации абсолютно достоверной информации. Все ее немножко искажают. Стороннему наблюдателю понять сложно. Могу посоветовать простые методы. Если вы слышите сообщение, что в Виннице перестали ходить трамваи, и еще что-нибудь не работает, и временное отключение, не исключено, что у Винницкой подстанции случились какие-то приключения. И ровно те же соображения по поводу Ровенской области и по поводу подстанции пониже классом. Стрий есть такой город. Он дополнительно обеспечивает передачу электроэнергии, прием электроэнергии из Польши, и он же запитывает все оборудование на подземных хранилищах в Львовской области. То есть, если вы слышите, что что-то приключается в Стрии, то это означает, вероятнее всего, что вертикальный газовый проект европейский в очередной раз ушел вправо. Напоминаю, как это выглядело. Не используются мощности трансбалканского магистрального газопровода. Сам газопровод цел. Соответственно, если обеспечить его новыми компрессорными станциями, которые работают в 2 направлениях,
то можно обеспечить поставки газа с юга на север, с севера на юг. У Греции есть лишние регистрационные терминалы, мощность не используется. Соответственно, если принимаем газ, там можно до Польши совершенно спокойно прокачивать. В Польше есть регистрационное судно, регистрационный терминал в Свиноуйсе. Теперь Польша соединена с Литвой газовыми трубами, там еще Индепенденс. Можно прокачивать с севера на юг. Все совершенно нормально работает. Для чего нужны львовские подземные хранилища? Ну, как бы очевидно. Дискретные поставки от танкера до танкера, нужно как-то жить, соответственно, где-то вот накапливать газ с тем, чтобы потребители его получали не тогда, когда пришел очередной газовоз, а тогда, когда нужно. Нет львовских подземных хранилищ, нет проекта. Сейчас, судя по происходящему, подземные хранилища газа в Львовской области, они очень надежно способны хранить газ, но может случиться так, что хранить будут долго. В том случае, если в строе будут происходить вот такие приключения, нагнетательные скважины перестанут работать, или наоборот, скважины, работающие с обратным давлением, то есть газ можно положить, но может случиться так, что забрать его будет сложно. Вот, собственно говоря, что касается, так, очень коротко, того, что происходит с украинской энергосистемой. В воскресенье, если, мое оценочное суждение, если сравнивать с тем, что происходило в августе все-таки направленность на то, чтобы убрать возможность не выключить, а убрать возможность работы атомных электростанций, было более ярко выражено. То есть вот те самые подстанции, электросеть, нет потребителя, только нет. Если у тебя не работает подстанция, что ж ты будешь делать, родной? МАГАТЭ сообщила, что снижена была мощность 7 из 9 оставшихся реакторов, не выключена, а именно снижена мощность. Но, судя по времени, когда эти сообщения появились, это было сделано еще до того, как прилетели гостинцы. То есть для профилактики, чтобы не надо было, грубо говоря, слишком резко маневрировать мощностью. Так что будем следить. Я думаю, сегодня-завтра по отчетам все той же ассоциации НЦЭ будет очевидно, восстановился импорт-экспорт, в каких объемах. То есть, хоть какая-то оценочная вещь. НЦЭ, он не участвует ни в каких событиях, он следит за перетоками, ничего больше не делает. Даже цены неохотно публикуют, но объемы поставок, да, можно отследить. Давай тогда последим, потому что это реально хоть какие-то данные, на которые можно опираться. Что касается Винницкой подстанции, то в том случае, если она перестает работать, вероятнее всего, западные регионы Украины будут обеспечены электроэнергией при любых раскладах, потому что взрывать линии электропередач, опоры, если полистайте интернет, посмотрите, как выглядит опора линии электропередач класса 750 киловольт. Она даже если падает, она не вызывает натяжения проводов, там вообще все просчитано. Там основа такая, что слишком дорогое удовольствие. Мы готовились. Советский Союз готовился к тому, что дружеский блок НАТО может в любой момент начать нести демократию. Собственно говоря, расслабляться не надо, блок НАТО готов делать и сейчас. Традиция у него такая.